Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Как я вам и обещала, сегодня мы будем продолжать вчерашние ноготки. Итак, вчера мы сделали коррекцию ногтей с изменением формы, с перепилом из миндаля на квадрат, с выкладным френчем при помощи крашеных акрилатиков. Все это было вчера, вы это все видели, если кто-то не видел, посмотрите, вернитесь. Сегодня будем делать дизайн. В качестве дизайна мы будем делать объемную, красивую ящерицу с инкрустацией стразами. Поэтому для того, чтобы сделать объемную красивую ящерицу, нам надо сначала, конечно же, сделать подмалевок для этой ящерицы и создать на нем объем. Мы берем красочку 3D от Blue Sky, ею мы создаем объем нашей будущей ящерицы, вернее, мы создаем подмалевок, сразу же закладывая объемные части. Но внимательно следим за толщиной краски, потому что в слишком большую высоту она не просохнет. Поэтому какие-то запчасти мы будем поднимать в несколько капелек. Обратите внимание на форму подмалевка для ящерицы, куда у нее выгнуты ноги. Это очень важно. Очень часто люди у ящериц теряют вот этот вот момент, и ноги выгибают не в ту сторону. Получаются у ящерицы поломанные конечности. Поэтому внимательно рассмотрите ящерицу, рассмотрите, куда у нее вывернуты суставы на лапах. И вот в этом моменте просто немножечко потрудитесь и сделайте так, чтобы это было все-таки похоже на оригинал. Итак, в первую очередь создаем подмалевок, создаем будущую форму нашей ящерицы. Во вторую очередь, после просушки подмалевка, будем поднимать объемы. Итак, капелькой материала поднимаем самые высокие объемные части. Конечно же, это у нас в первую очередь голова. Во вторую очередь самое объемное это, конечно же, тело. Хвостик немножечко приподнимем и совсем чуть-чуть поднимем лапки, потому что лапки у нас как раз-таки самые плоские должны остаться. В общем, вот такая вот объемная ящерка у нас получается. Уже довольно-таки прорисованы все объемы и видно, куда, где, что располагается. Далее, после того, как мы хорошенечко просушили нашу ящерицу, затираем ее зеркальным пигментом. Обратите внимание, гель красочка 3D у нас с остаточным липким слоем, поэтому в зеркало пигмент на липкости не затрется, хотя в принципе можно было снять липкий слой и затереть прям в зеркало нашу ящерицу, но в данном случае нам это не нужно, потому что далее мы будем делать инкрустацию, и наша инкрустация на вот таком вот красивом рельефном золотом фоне будет смотреться довольно-таки интересно.
Перед инкрустацией, конечно же, покрываем все финишем без остаточной липкости, фиксируем наш пигмент на ящерице. Инкрустацию будем делать сверху, потому что стразики финишем мы покрывать уже не будем. Берем клей для страз, промазываем основные части нашей ящерицы и начинаем располагать стразы. Стразы берем с плоским дном, достаточно мелкие для того, чтобы выложить всю эту конструкцию. Это она у вас на экране смотрится такой громадной, на самом деле она очень-очень маленькая. Вот этот размер ящерицы, наверное, где-то сантиметр, если взять от головы до нижней точки, да, не до конца хвостика, а до нижней точки, если взять, где-то сантиметр у нас размера. Поэтому на такой маленький размер крупные стразы укладывать смысла нет, они просто забьют полностью всю конструкцию ящерицы. В самой инкрустации совершенно ничего сложного, берем стразики и выкладываем их так, как нам необходимо. Поскольку мы просушивать будем потом уже полностью все стразы вместе, мы можем подвигать, двигать, передвигать, перемещать их туда, куда нам необходимо, чтобы они стояли в тех местах, которые нам нужны. Но обращаем внимание, перед лампой обязательно проверьте, все ли верно у вас расположено и никуда ли оно не уехало, потому что по мокрому материалу стразы немножечко катаются. Дополняем нашу инкрустацию при помощи бульонок. Бульонки мы смешали с клеем для страз и выкладываем их в смешанном состоянии. То есть они полностью в клее для страз укатаны. И когда мы их укладываем, получается очень хорошее крепление.
После того, как готова наша инкрустация, я решила немножечко пробежаться по лапкам белым цветом для того, чтобы показать блики, то есть самые высокие объемные части у своей ящерки. Поэтому наношу белую красочку и очень внимательно, аккуратненько ее растушевываю, чтобы получить максимально плавные переходы. Перекрываем оставшиеся ноготки финишным покрытием, и на этом наш дизайн на сегодня готов. Вот такая красотища у нас с вами получилась. Надеюсь, вам понравилось, потому что заниматься этим было безумно интересно. Клиентка прыгала в восторге, была от вот этой ящерицы, просто в дичайшем восторге осталась моя клиентка. Надеюсь, нечто подобное этот дизайн вызвал и у вас, потому что, мне очень хочется, чтобы вам понравилось, и чтобы вы обязательно попробовали это дело повторить. Вот такие вот богатые инкрустированные вещи, они очень хорошо смотрятся всегда на руках клиентов. Идея же вот такой ящерицы, она не нова. На просторах интернета довольно много таких инкрустированных животных, ящериц, лягушек и тому подобное, жучков, паучков. Надеюсь, вам она понравилась. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!